Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео, которое называться будет арт-игра карты, как вы уже поняли из названия. Играю с девочками, с Викторией Папуна и Кристиной Retro Coloring. Каналы называются их. Я уже играла с ними. И вот девочки предложили сыграть с ними еще. Кто не знает, напомню или расскажу, да, или кто забыл, кто не знает, в чем суть этой игры. У нас есть колода карт. Каждой карты мы расписали именно под хобби, под раскрашивание в данном случае. И каждая карта что-то обозначает. Допустим, раскрашивать, там, я не знаю, карандашами, раскрасить гуашью, раскрасить людей, раскрасить там мебель, да, ну как... В общем, каждый по-своему расписывает, кому как что хочется красить, что или наоборот не хочется красить что-то, и как раз в карты добавляют. В общем, вытягиваем карту, и что вам выпало, то вы и раскрашиваете. Красить мы будем, ну, сегодня вот 4 апреля по 9. Ссылки на канал девочек обязательно будут под видео. Кто еще не знаком, проходите, знакомьтесь с девочками. Интересные каналы, красивые работы, очень много раскрасок, рисунков, ну и в общем все, что нам с вами нравится. Ну, я уже, как я сказала, однажды играла с девчонками. Мне, конечно, выпало красить фломастерами, было не совсем интересно, но вы знаете, скажу честно, я выбирала несколько раз, переснимала, думаю, ну неинтересно, фломастеры и фломастеры. В общем, выпала мне раз 5 эта карта. На 6-й раз я уже решила, что ну это судьба, буду красить картами. Картами, прошу прощения, фломастерами. Поэтому, да, надеюсь, сегодня хоть фломастеры не выпадут. Вот, я расписала тоже все карты. Я не стала, хотела сначала здесь, но не стала портить. Колоду расписала на листике, он у меня лежит. И, собственно говоря... Так тоже, в общем-то, удобно. Ну, давайте выбирать карту. Мы выбираем одну карту, одну тему. 7 червей – это портреты. Ух ты! Это портреты у нас под 7 червей. Ну что, буду искать, буду выбирать. Но у меня, по счастью, есть... Даже под рукой пару портретов я красила. Давайте покажу. Ну, не то, что я красила, а покажу, что, наверное, мы с вами раскрасим. Итак, я выбрала раскраски. У меня выпали, ну, условно, портреты, люди, да, что-то вот в этом роде. Я так для себя обозначила именно эту карту. В общем, первое, что я взяла, это Дункельбунд. Я не уверена вообще, осилю я ее или нет, эту раскраску. Мне очень нравится раскраска, но у меня она пока что в категории, знаете, зачем я ее взяла. Объясню почему. Раскраска классная, здесь плотные листы, односторонние, но у меня такое чувство, что они тоже, как и вот в танцах, под маркеры все-таки больше, нежели под все остальное. Ну, это мне так видится, кажется. Может быть, я и не права, но вот. Здесь очень плотная бумага, хорошая, но мне кажется, я пробовала здесь акварелить, и она не совсем не под акварель, поэтому мне кажется, она все-таки больше под маркеры. В общем, конкретно в этой раскраске я так и не решила, что я хочу раскрасить. Кого именно из героев? Может, вот эту героиню, может, вот эту или эту. Мне очень тоже она симпатизирует. И есть здесь что-то как, ну, я так понимаю, зима, девушка зима или что-то в этом роде. Вот она, по-моему, я сначала думала, это вода, но вроде как, судя по Winters, ну, в общем, что-то зимнее, если я правильно поняла. В общем, я не знаю, что-то из этого я выберу и буду красить. Взяла их всего 4. Говорила, да, либо 3, либо 5 хочу. Но дело в том, что, как вы понимаете, есть такие работы, которые, как я уже говорила, занимают гораздо больше даже
не то, что не один день их красишь, бывает даже неделю один рисунок. Поэтому я решила не перебарщивать. И лучше что-то добавлю из, ну, если успею. Дальше. Зиммерман. Вот такую взяла тоже иллюстрацию. Не совсем уверена. Думаю пока. Но, скорее всего, да, она будет. Потому что, ну, другие тоже есть. Но я все смотрела, хотела что-то без рамки. Но, по-моему, здесь нет. В общем, решила вот такую выбрать, раскрасить. По-моему, единственное, я не брала Мариолу, потому что не уверена. Ну и как бы одно и то же постоянно неинтересно, да, красить. Дальше здесь я выбрала... Так, где она у меня здесь? Девушка. Потерялась моя девушка. В общем, я выбрала вот такую девушку. Намек скорее, наверное, на русалку, но мне вот захотелось именно здесь тоже такого вот портретного формата. Пусть будет она. Не знаю, в этот раз как-то не уверенно я так выбираю, но тем не менее будет она. И амарантин, если успею. Здесь я выбрала тоже девушку, но уже вот такую с цветочками. Вот. Ну и буду, соответственно, раскрашивать. Если успею, я добавлю что-то еще. Ну, а не успею, значит, будет только 4 работы. Поэтому я сейчас все это буду убирать, начинать красить. Для вас, для меня неделя, для вас мгновение будет. Ну, если я буду успевать или у меня будет получаться, я, конечно, буду делать включение. Начну я, скорее всего, я не уверена, но, скорее всего, мне бы хотелось начать вот именно с этой от Кристин. С этой девушки давно я на нее смотрела, есть пару задумок. Я сначала думала вот ее раскрасить. Ну, не знаю, пока не уверена, поэтому решила остановиться все-таки на этой девушке. Очень уж она красивая. И буду сейчас раскрашивать. Здесь, скорее всего, буду красить карандашами. Всем привет еще раз. Продолжаю свой челлендж, точнее, наш с девчонками. Напомню, кто забыл, мы с Викой и с Кристиной играли в игру. Игра называется «Карты». И мы выбирали карту. Каждая карта определенно обозначает, ну, что мы будем раскрашивать. Мне выпало девушки, портреты. Вот знаете, что-то в этом роде. Все подряд. Ну, я подразумевала именно такой вот формат. Какие-то девушки, лица, еще что-то. У меня было 4 раскраски. Но я, к сожалению, одну не успела раскрасить, поэтому буду показывать, что успела. Так или иначе, большую часть я уже раскрасила. Большую часть я раскрасила все-таки, поэтому давайте смотреть. Первое, что я раскрашивала, это Кристин Кэрон характер. Ну, я так называю, может, по-другому как-то называется. Надеюсь, правильно. И у меня была вот такая русалка в этой раскрасочке. Ну, не знаю, русалка, девушка, непонятно. Вот. Я красила ее карандашами Пабло, акварель на фоне. Ну и немного здесь вот Дервенты Интенсы. Не знаю, насколько хорошо получилось. Мне, в принципе, нравится. Мне тут, в принципе, все нравится. Я боялась, что сольются волосы с фоном, но вроде как особых проблем не наблюдаю. Так, наверное, надо убрать, будет лучше. И получилась вот такая вот замечательная русалочка. Очень мне нравится. Довольна результатом. Так что здесь бумага хорошая, но это я сама распечатывала. В целом ничего, видите, не пострадала особо. Довольна, как фон получился. Немножко другого я хотела, но в целом я довольна. Извиняюсь, там девчонки немножко будут шуметь. Ничего не поделаешь с этим. А снимать сегодня видео нужно. В общем, вот такая вот девочка.
Следующая была это от... ой, опять не выговорю. Дженнифер Зиммерман. Ну, вроде как так правильно называется раскраска. Не знаю, тоже в PDF у меня. И здесь я раскрашивала тоже, ну, понятное дело, тоже девушку. Здесь у меня была вот такая девушка уже с бабочкой. Здесь красила карандашами. Ну, здесь все подряд. Все подряд карандаши. Здесь у меня на волосах это полихромосы. Кожа это... А что это? Я не помню. По-моему, тоже полихромосы. Ну-ка, тихо, девочки. И потише. Все остальное это мастер-класс. Карандаши. На фоне пастель. Не знаю. Мне понравилось, как получилось тоже в целом. Не знаю, вот сейчас заметила, может быть, нужно добавить белой ручкой какие-то блики немножко. Но в целом мне нравится, я довольна. Боялась, что вот этот вот бирюзовый цвет будет как-то не очень бледно или, ну, непривычно, как бы для меня цвет. Но мне понравилось. Рамка здесь такая, что вот у нее ленты прокручиваются через рамку и так далее. То есть, как бы... непонятно. Я сначала думала, она полностью в раме, хотела фон отдельно, внутри отдельно. Вот. Но решила, что будет так. В целом результатом я довольна. Так, ну и последняя в этом челлендже, к сожалению, раскраска. Это Dunkin Бунт, господи, прошу прощения, что-то я сегодня запуталась. И я здесь красила вот такую девушку. Здесь бумага совсем не для акварели, к сожалению, хотя прям плотная. Ну, мне не понравилось, по крайней мере, красить здесь акварелью совершенно. Не тот результат, которого я ждала. Но в целом пойдет. В целом результатом я довольна, несмотря на бумагу. Она, конечно, плотная, хорошая, но мне кажется, она больше все-таки под маркеры, чем под акварель. У меня, по крайней мере, с ней не сложилось. Здесь обычная акварель «Белые ночи» по всей иллюстрации. Вот. Пыталась сделать такой вот размытый фон. Ну, непонятно, я не думаю, что это на заднем плане, скорее всего, что-то вроде неба или что-то в этом роде, потому что, ну, не знаю, ничего другого как-то вот не представляется. Платье тоже раскрашивала сумеречной акварелью фиолетовой. Сначала испугалась, что какое-то оно грязное. Но потом подумала, в принципе, оно все у нее такое вот, ну, в общем... что-то не совсем нормальная девушка, то ли вампир, то ли что, навряд ли леди будет, да, вот в такой позе сидеть на каком-то полуразрушенном, я не знаю, здании, наверное. Поэтому я решила, что вот к такому драному платью, в общем-то, сумеречная акварель самое оно. Ну, мне нравится, в принципе, я довольна. Мне нравится, как получилось, как так показать, чтобы вам было хорошо видно. В целом я довольна. Бумагу, конечно же, чуть-чуть повело, но в целом все в порядке. Не так, как, допустим, в других раскрасках, конечно же. Но здесь преимущественно, наверное, все-таки лучше брать маркеры, красить. Поэтому, ну, пока пробую, экспериментирую. Это первый такой полноценный рисунок у меня здесь, в этой раскраске. Она чистая. Поэтому я выбирала между несколькими иллюстрациями. Вот, думала, может, такое что-то раскрасить, или вот ее. Ну, чтобы все-таки покрупнее, да, было лицо, как все-таки портретное. Но побоялась здесь маркерами вообще большая площадь. Могла неравномерно раскрасить. Акварелью тоже побоялась. Решила попробовать сначала на таком более мелком варианте. Но в целом я довольна. Я не скажу, что я прям совсем испортила рисунок. Мне нравится.
вполне так неплохо получилось. Я надеюсь, вам все видно. В целом результатом я довольна. Вот такие вот у меня получились работы. В целом результатом этого челленджа я довольна. Очень понравилась вот эта русалка. Прям мне ее фон понравился. Да и в принципе она, может быть, потемнее стоило ее сделать, но камера еще, кстати, высветляет. Она более темная, такая более поярче, чем на камеру. Почему-то камера прям совсем выбеливает. Поэтому неплохо. Мне нравится, я довольна. Вот такой вот у меня был результат. Я сейчас закончу это видео. Пойду смотреть, что раскрасили Кристина с Викой. Вы, если не знакомы с девчонками, обязательно знакомьтесь. Проходите по ссылочке. Ссылки будут под видео, как всегда. Проходите, знакомьтесь. Ну, а кто знаком, девчонки, проходите, смотреть. Я тоже сейчас пойду посмотрю, что они раскрасили. Мне очень интересно. У девчонок тоже красивые, интересные получаются работы. Поэтому обязательно пройдите по ссылочке и посмотрите их работы. Всем хорошего настроения. Спасибо, что были с нами, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Не вешайте нос. Скоро лето. Уже осталось совсем чуть-чуть до лета. Поэтому всем хорошего настроения, вдохновения, творческого вдохновения. Да и вообще вдохновения во всем, чтобы сходить куда-то погулять, побродить с семьей, с друзьями, с самим собой. Каких-то творческих успехов всем. Ну, а я вот буду заканчивать и пойду смотреть, что же раскрасили девчонки. Всем спасибо. Пока-пока.